Всем привет, меня зовут Константин, и это «Другая сторона». Сегодня мы отправляемся в мир паранормальных явлений и рассмотрим ролики, в которых, как утверждают очевидцы, они встретили настоящих призраков. Ну что, готовы заглянуть на другую сторону? Тогда начинаем. Призрак в доме. На первом ролике мы видим обычный дом, в котором установлена камера видеонаблюдения. С виду нормальная комната вскоре становится местом необъяснимых мистических явлений. Что это было? Чья-то шутка? Автор ролика утверждает, что это произошло с ним на самом деле. Однако так это или нет, мы никогда не узнаем. Рабочее место. В следующем видео действия происходят на кассе магазина. Продавец заметил странные явления и звуки и решил посмотреть запись с видеонаблюдения. Каково было его удивление, когда он увидел, что кресло, на котором он только что сидел, крутится само по себе. Заброшенный дом. В данном видео, казалось бы, нет ничего необычного. Двое молодых людей едут по ночной дороге и вдали замечают заброшенный дом. Каким-то образом он привлек их внимание, и они решили заснять его на видео. Однако то, что они увидели в окне дома, подвергло их в шок, и они быстро уехали. Что это был за дом? Это человек или призрак? Почему он стоял и смотрел на автора ролика, не двигаясь? Очень много вопросов. Таинственное исчезновение. Данный ролик был заснят камерой внешнего видеонаблюдения в одном из американских городов. Кажется, что все нормально. По улице идет мужчина, но вдруг он медленно растворяется в воздухе. Стоит сказать, что видео хорошего качества, и на дефект камеры это можно списать с большой натяжкой. Возможно, камера засняла реального призрака. Или вы так не думаете? Пишите в комментариях. Случай ночью. Обычный дом. Камера видеонаблюдения фиксирует некую тень, проходящую по комнате. Затем раздаются непонятные звуки, но и это еще не все. После всего этого срабатывает сигнализация в доме. Автор ролика утверждает, что они проснулись от звука сирены, все двери и окна были закрыты, а дома кроме них никого не было. Думаю, им стоит выяснить, не происходило ли чего-то странного в этом доме до них. Ночная смена. Охранник делает обход больницы, проверяет комнаты на момент присутствия в них людей. Однако вскоре он слышит странный шорох, оборачивается и видит, как штора открывается сама по себе. Он кинулся проверять, кто за ней, но никого там не нашел. От шока он просто убежал оттуда и больше не возвращался в эту больницу. Пока ты спишь. Ночью все спят, как вдруг в комнате открывается дверь. Это замечает собака хозяйки и ее кошка. Возможно, это был просто сквозняк, а возможно и нет. Автор ролика говорит, что больше подобных событий в его доме не повторялось.
Хотя кто его знает, может быть это просто не попало на камеру. Стук в дверь. Три часа ночи, стук в дверь. Хозяин дома идет посмотреть, кто там пришел в такой поздний час. Камера снаружи показывает, что за дверью никого нет. Однако стуки продолжаются. Мужчина осмелился и приоткрыл дверь, чтобы проверить, но там никого не было. Повернувшись, он утверждает, что видел, как кукла моргнула, и он начал внимательно всматриваться в нее. Но это был еще не конец. Стуки в дверь продолжились, однако там снова никого не было. Пассажир автобуса. Следующее видео снял водитель автобуса из Сингапура. Он включает камеру видеонаблюдения, осматривает с помощью ее автобус на предмет нахождения посторонних людей и замечает человека. После он решил его попросить выйти. Поднялся на второй уровень автобуса, но там никого не оказалось. Berderau darah aku lah, celaka betul lah. Aku puas jeritkan dia suruh turun tadi kat tempat turun orang. Кто это и что он там делал? Убежать от водителя он просто-напросто не мог. Все, что он мог, это раствориться в воздухе. Так что, возможно, это был настоящий призрак. Песня для призрака. Группа друзей занимается коллективным пением. Казалось бы, ничего необычного. Однако на камеру попал интересный момент, который никто из тех, кто находился в комнате, не заметил. Человек с камерой снимает все вокруг. Как вдруг в коридоре проносится тень. Причем это произошло настолько быстро, что никто этого не заметил. С уверенностью можно утверждать, что подобная тень не могла возникнуть за счет какого-либо предмета. На видео мы ясно видим, что данный объект движется быстрее камеры. Как думаете, что это было? Пишите в комментариях. Заброшенный парк. Двое молодых людей пришли в заброшенный парк аттракционов и вдали замечают силуэт. Вначале они думают, что это охранник, однако все не так однозначно. После приближения камеры они понимают, что на охранника данный силуэт не очень похож, и решают подойти к нему поближе. Deja que mi cámara enfoque bien, güey. Eso no es el velador. No digas perras mamadas, güey. No digas perras mamadas, güey. Perdón, perdón. Однако на месте они обнаруживают лишь одиноко стоящий манекен. No digas mamadas, güey. Неужели он двигался самостоятельно? Или ему помогли? Автор ролика утверждает, что это место пропитано мистической атмосферой. И что если бы манекен двигался самостоятельно, то это его бы не удивило. Кто живет в подвале? Наш последний на сегодня ролик. В обычном американском доме начинают доноситься странные звуки из подвала. Хозяин дома решает проверить, но никого там не находит. К странным явлениям добавляется дверь, что открывается сама по себе, и мужчина решает установить камеру для постоянного наблюдения за дверью подвала. На видео как раз попал тот момент, когда дверь то открывается, то закрывается. Снова и снова. Снова и снова.
Calm down. He's okay. Please, not today. Just, holy cow. Little buddy. Обратите внимание, как нервничала в эти моменты собака. Ее лай не прекращался. Также на заснятом можно увидеть тень, которая, возможно, и открывала эту дверь. Однако сам мужчина в процессе осмотра подвала никого не видел, и, как он утверждает, в его доме поселился настоящий полтергейст. Вот и наш ролик подошел к концу. Мы рассмотрели несколько случаев, на которых люди, как утверждают они сами, запечатлели настоящих привидений. Каждый из этих роликов вызывает много вопросов и волнующих ощущений. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях ваши идеи для будущих роликов, а также вы можете писать свои истории встречи с привидениями. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и обязательно подпишитесь на канал. Это очень важно, так как мы в начале нашего пути. Свидимся в новом ролике. Всем пока. Сегодня мы отправляемся в мир паранормальных. Всем привет, меня зовут Константин. Мы погрузились в атмосферу таинственности и мистики. Нет. Что это было? Чья-то шутка? Нет.